Фраза «жестокость порождает жестокость» получила пугающую реальность в свете конфликта между местными жителями и цыганской общиной. Терпение людей иссякло, когда в расправе над таксисткой был заподозрен представитель кочевого народа, люди вышли на улицы. В городе вспыхнули погромы и беспорядки, был даже стянут ОМОН. Жители Коркино называют ужасом то, что творила цыганская диаспора в течение 30 лет, но с беспределом никто не боролся. Некоторые телеграм-каналы писали, что Владимир Путин и Кремль устали от преступлений мигрантов и цыган и ищут какой-то универсальный выход из тревожной ситуации. Обо всем этом мы расскажем в нашем выпуске. Коркино находится в 35 километрах от Челябинска. Там проживает около 36,5 тысяч человек. И среди них очень много агрессивно настроенных цыган, жалуются местные жители. Преступление против матери двоих детей стало последней каплей, и вечером 24 октября цыганская община познакомились с таким явлением, как русский бунт. Местные жители, которые уже давно предъявляют претензии к цыганскому барону и его подданным, вышли на улицу. Вот как все происходило. На днях два молодых цыгана вызвали такси. За рулем молодая женщина, мать двоих детей Елена. Через некоторое время тело таксистки находят на обочине. По предварительной версии, конфликт с пассажирами возник из-за отказа оплачивать поездку. После этого сотни коркинцев пошли к особняку цыганского барона в поисках возмездия. Собравшиеся люди направились в частный сектор, где проживает цыганская диаспора. Коттедж барона и несколько соседних коттеджей закидывают камнями и бутылками. В ответ раздаются выстрелы, двое мужчин ранены. Толпа начинает поджигать цыганские машины, 5 автомобилей сгорели дотла, порезанных шин и разбитых стекол, не счесть. На место прибывают полиция, СОБР и ОМОН, держат оборону от разъяренной толпы. Соцсети негодуют. Полиция встала на защиту цыган, власть с ними, а не с нами. Под прикрытием полиции диаспора начинает массовую эвакуацию в соседний Еманжелинск, где проживает другой табор. В легковые машины утрамбовываются по 15 человек. Полиция пытается успокоить коркинцев. По соцсетям разлетаются призывы о поддержке митинга и фото бегущих цыган. Толпа увеличивается, начинаются массовые задержания. Люди обвиняют полицию в том, что она защищает цыган. Наутро задержанных подсчитают 43 человека. Кроме них еще 3 цыгана, 2 подозреваемых в убийстве и 1, который стрелял по людям, в его коттедже найдено оружие. Позже участников бунта выпускают, составив на всех протоколы о мелком хулиганстве, а цыгане остаются в изоляторе. Этот бунт назревал давно, рассказывали журналистам местные жители. Последние 30 лет с местной цыганской диаспорой не было никакого сладу. Один из коркинцев поделился, он общался с таксисткой, она жаловалась, что боится выходить в ночную смену. Свидетельствами коркинцев о том, что цыганская диаспора совершала преступления ежедневно на протяжении десятилетий. Переполнены все социальные сети. Ужасом было то, что творили коркинские цыгане все эти годы. Через них шел наркотрафик в Челябинск и Еманжелинск. Они были главным каналом, у них особняки и тонированные мерсы. Люди пишут, что раньше их держали в каких-то рамках, а сейчас ничего не боятся. Металл воруют везде, все обнесли – сады, дворы, частные дома. На владельцев даже внимания не обращают, при них грабят, говорят молчите, а то получите. Коркинцы уверены, что цыганам удалось коррумпировать местное подразделение МВД снизу доверху. На отсутствие реакции на большинство цыганских правонарушений сильно влияет недобор личного состава в полиции Коркино. Народные волнения заставили власти и силовиков начать работу. 25 октября руководители региональных прокуратуры, МВД и Следственного комитета во главе с заместителем генпрокурора России Сергеем Зайцевым были вынуждены отвечать на вопросы разъяренных горожан. Высокопоставленным силовикам бросали в лицо обвинения в коррупции, рассказывая о массовых фактах наркоторговли, кражах, грабежах, драках, вождении без прав и правил, агрессивном и асоциальном поведении цыган, детей и взрослых. Апогеем жалоб стал рассказ о женщине, которая попала в аварию по вине водителя-цыгана, а сотрудники ГИБДД предложили сами ей заплатить, лишь бы не связываться с диаспорой. Зал, где собрались коркинцы для встречи с силовиками, кипел от эмоций. Собравшиеся требовали депортировать всю диаспору, но им ответили, они граждане России, цыган отказались выслать из страны. Вы не можете их депортировать. Они граждане России? Тогда депортируйте нас. Возмущались люди.
Будут получены ответы на вопросы, которые вы озвучили: почему не служат, почему пособия получают, почему не работают. Дайте нам поработать. Здесь останутся люди, будет развернута временная приемная, куда сможет прийти любой человек и рассказать все, что хочет. По ситуации, все люди, которые были задержаны вчера, там была экстренная ситуация, попадали люди всякие, после разбирательств отпущены. Подозреваемый задержан, будет арестован, заявил заместитель генпрокурора Сергей Зайцев. Он обратился к коркинцам с просьбой не поддаваться на провокации. Не обошлось без сакральной жертвы, от работы был отстранен глава отдела городской полиции Владимир Дякин. Зал встретил решение аплодисментами. Но никто не обратил внимания, что Дякин был назначен начальником ОМВД по Коркинскому округу лишь год назад, а произвол в Коркино продолжался десятилетиями. Тем временем подозреваемый цыган был взят под стражу. В суде выяснилось, что юноша глухонемой. Его отец заверяет, что сам привез сына в полицию и через СМИ требует поддержки не только у цыган, а у всех граждан России, потому что его ребенок невиновен. Также отец подозреваемого сообщил, что город никто не собирается покидать в любом случае. Диаспора намерена урегулировать вопросы. По мнению источника, долгое время работавшего в уголовном розыске, несовершеннолетие и инвалидность подозреваемого. Почти 100% гарантия, что цыгане отдали не того. Это распространенная практика. По возможности цыгане выбирают, кого отдадут полиции, кто будет сидеть. Старушка, беременная, несовершеннолетний, инвалид, всем указ снижает срок. Отсидка для цыган ничего не значит, с воли их хорошо греет. Все эти события в Коркино иллюстрируют горькую истину. Ни регион, ни государство до сих пор не выработали стратегию и тактику приведения к порядку национальных диаспор. Некоторые телеграм-каналы тогда писали, что Кремль и лично Владимир Путин устали от преступлений цыган и мигрантов. Кремль был шокирован тем, что в России существуют подобные анклавы, где цыганские законы могут функционировать параллельно с государственными, а продажные силовики помогают поддерживать эту систему. Источник, близкий к правительству, сообщил, что это стало настоящим ударом по основам российской власти, вызвав опасения, что подобные явления могут носить массовый характер, передает инсайдер. Однако события в Коркино были не то, чтобы предсказуемы, но явно не могли так долго оставаться в спящем режиме. И, конечно, удивляет недоумение некоторых чиновников, которые как будто впервые слышат, что в России существуют сотни, тысячи этнических анклавов, где жизнь идет по своим законам и правилам. По сути, речь идет не о семейных кланах на основе родства, а о мафиозных структурах, занимающихся незаконной деятельностью. Члены таких кланов до поры лишь сохраняют видимость лояльности, но, слившись с коррумпированными силовиками, начинают терять контроль над собой. По сведениям источника, в Кремле, уставшим от этнической преступности, ищут какой-то универсальный выход из этой ситуации. В этой связи аналитики настоятельно рекомендуют Кремлю пересмотреть политику многонациональности в ее нынешней форме. Многие предлагают взять за основу курс, принятый в СССР, когда национальные особенности республик и народностей всячески искоренялись, а взамен формировался образ единого гражданина, чьей родиной был весь Союз, а не отдельная национальная республика. Сейчас Кремль рассматривает обновление этой идеи под современные реалии. Речь идет об отказе от института национальных диаспор, убрать любые упоминания об этнических различиях народов России в государственных СМИ и на телевидении. Вместо этого планируется продвигать образ единого гражданина России с акцентом на общее гражданское сознание и единые законы для всех, пишет инсайдер. Что касается событий в Коркино, отличный пример эффективных действий власти по усмирению цыганских диаспор в России уже был. И сравнительно недавно, в 2016 году. Тогда в тульском поселке Плеханово обнаглевшая цыганская диаспора оставила без газа 10 тысяч людей, самовольно подключившись к сети. После того, как приехавших газовиков избили, за дело взялся только назначенный губернатором Алексей Дюмин, ныне секретарь Госсовета России. В поселок приехали 500 бойцов ОМОН и внутренних войск. При их поддержке снесли 122 незаконно построенных цыганских дома. И беспредел как отрезало. Как стало известно, в связи с широким общественным резонансом глава СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела в производство следователей Главного следственного управления Федерального следственного комитета. Что думаете насчет всего этого, уважаемые зрители? Делитесь своими мыслями в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал, если вы этого все еще не сделали.
Всем добра, всем пока.